Как делается герметизация сруба? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Герметизация сруба по технологии теплый шов заключается в тщательной обработке всех зазоров между бревнами акриловым герметиком или другими полимерными материалами. Материал наносится на поверхность по интервенционным швам. Когда герметик затвердевает, придает поверхности теплоизоляционные свойства, защищает от попадания влаги, образования плесени и проникновения вредоносных грибков, заделывает мельчайшие трещины и щели, не дает распространяться древесным вредителям. Внешняя герметизация надежно удержит тепло внутри. Со временем герметик не теряет своих свойств, не высыхает и не трескается. Срок службы деревянного каркаса увеличится. В дальнейшем при ремонте фасадов здания потребуется заделка швов сруба для устранения зазоров между стенами и дверными косяками или оконными рамами. Герметизация деревянного дома включает следующие этапы. Подготовка деревянных элементов. Перед нанесением герметика поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от посторонних включений. Не наносите герметик на вощеные, лакированные или промасленные поверхности. Некоторые виды пятен, а также ранее нанесенный слой герметика могут привести к недостаточной адгезии нового слоя герметика. Если вы сомневаетесь, можно ли наносить герметик на поверхность, проведите тест. Изоляция швов. Далее на наружные или внутренние швы или наружные и внутренние укладываются экструдированные полиэтиленовые шнуры. У такого утеплителя несколько функций. Он служит и наполнителем, снижающим расход герметика, и теплоизолятором. Но самой важной функцией является предотвращение прилипания герметика в 3 точках, обеспечивая сцепление только с прилегающими краями ствола, но не с его внутренней поверхностью. Этот валик предотвратит прилипание герметика вдоль линии шины, позволяя герметику работать как резиновая лента, натянутая между 2 точками. Герметизация швов деревянных домов требует смачивания. Увлажните поверхность ствола, он должен быть влажным, но не мокрым. Герметизация шва. Нанесение герметика шприцем. Акриловый герметик наносится поверх кабеля с помощью пистолета для сборки герметика в упаковке типа сосиска небольшого размера для использования утепления пенопластом. Для получения эстетичного вида швов по краям зазоров следует использовать малярный скотч. После формирования и заглаживания шва такие ленты удаляются. Большинство акриловых герметиков можно красить после высыхания. Прогладьте шов, удалите излишки герметика. Для придания шву эстетичного вида его разглаживают с помощью подходящих шпателей. Чтобы инструмент не прилипал к герметику, его смачивают в мыльном растворе. Эту процедуру проводят не позднее, чем через 15 минут после нанесения герметика на шов. Затем очищаем от излишков герметика влажной губкой или тряпкой. Полимеризация герметика. Образование полимерной пленки на поверхности герметика происходит в течение 30-60 минут. Полное высыхание 2-8 недель. Чтобы предотвратить набухание герметика, не наносите герметик на горячую деревянную поверхность или поверх старого слоя герметика или неподходящего материала обшивки. Эту проблему можно решить путем затенения стен, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей на период времени, пока герметик не затвердеет. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.